Всем привет, с вами Тори-чан! Даже не верится, но уже целый год прошел, как мы переехали из центральной Японии на юг, в город Фукуока. Поэтому сегодня я хочу показать вам, как выглядел этот год в Фукуоке для нас, а также подвести итоги, чем отличается жизнь тут от жизни в Токио и его округе. Перед тем, как переехать, мы посетили Фукуоку 6 или 7 раз. Серьезным поиском жилья в аренду мы занялись в августе 2022 года. Найти нормальную квартиру оказалось довольно трудно, потому что по сравнению с Токио выбор намного меньше. Мы посмотрели 5 вариантов квартир в центре города, но в итоге, я думаю, вы знаете, что мы выбрали. Мы пришли в офис по недвижимости в Фукуока и сейчас будем выбирать для нас квартиру. После того, как мы выбрали несколько вариантов, нас повезли смотреть их на машине. Это стандартный процесс выбора съемной квартиры в Японии. Вначале выбираете несколько вариантов, потом риэлтор везет вас смотреть квартиры, обязательно дают вот такие вот тапочки. В итоге мы выбрали частный дом, потому что очень тяжело было себя заставить переехать снова в квартиру после 2 лет в доме, что мы провели в Сайтама, поэтому сейчас покажу вам, какой дом мы выбрали. Вот такой вход. Дом довольно старый, это его главный минус. Здесь генкан, вход, полка для обуви. Удобно, что есть. Заходим сразу, здесь лестница на 2-й этаж. Вот такая вот большая комната. Это living kitchen, dining, как это называется. С вот такой вот кухней island, остров, кухня. Нам она очень понравилась. И она хоть и тоже довольно старая, но удобная, и здесь есть посудомоечная машинка. После того, как мы выбрали дом и подписали контракт на 2 года аренды, наступило время паковать чемоданы. А вот и наш грузовик. Так далеко по Японии я еще никогда не переезжала. Я переезжала только из Токио в Сайтама, ближайшую префектуру, и из Сайтама в Токио назад. А Фукуока находится на другом конце Японии, поэтому это был огромный стресс для меня. Не было понятно, как перевозить вещи, все ли доедет без проблем, как искать друзей на новом месте. Ехала наша мебель из Сайтама в Фукуока 4 дня. Наши растения живые, наши растения живые. Все, приехала. Ахай. Когда мебель приехала на новое место, обязательно проверяют, нет ли нигде царапин. Если есть, то денежно возмещают. К счастью, все доехало без проблем, и осталось только распаковать коробки и обустроить новое место жительства. Всего в этом доме 99 квадратных метров, и вот так мы ее обставили. Мне очень понравилось, что здесь есть вот такая кухня Island, и я хотела сделать ее именно вот в такой стилистике, чтобы было много зелени, много дерева, но база при этом белая, потому что кухня белая, стены белые. Мой офис. Изуми захотел, чтобы его рабочее место было здесь, потому что он хотел, чтобы офис был близко к спальне, а также к кухне, чтобы можно было кофе сделать, вода близко и место для перерыва тоже близко. Также мы установили сюда проектор. Проектор включаем на стену, без ничего, он довольно хороший, и ночью все видно прекрасно. В обед мы обычно не смотрим фильмы, так что у нас вот такой вот кинотеатр здесь по вечерам. А вот эта загадочная дверь, это дверь в нашу спальню, точнее в комнату, которую мы решили сделать спальней. Вот такая маленькая комната.
Мы решили сделать именно эту комнату спальни, потому что, во-первых, она на первом этаже, и мы хотели, чтобы у нас была спальня на первом этаже, а не на втором, как раньше. И также, потому что здесь можно установить кондиционер. Хоть и довольно тесно здесь, скажем так, особенно с такой большой кроватью. Мы решили второй этаж особо не использовать, на то есть несколько причин. Первое, это то, что здесь очень крутая лестница. Нужно быть аккуратным, когда поднимаешься. Посмотрите на эту лестницу. На ней можно убиться, реально. Во многих старых домах такое есть. Второй этаж совершенно не отремонтирован. Здесь находится туалет. Туалет вроде как более-не менее новый, тоже с кнопочками. Стены сделаны из очень дешевого материала. Первая комната такая же, как и когда мы сюда въехали, мы ничего с ней не делали, только повесили наши старые занавески с предыдущего дома. И эта комната будет комната для гостей. Еще одна точно такая же комната. Здесь я решила сделать свой офис. И третья комната. Это японская комната с татами, полом японским. И здесь я решила сделать свою студию. В итоге мы очень довольны, что переехали именно в этот дом. Хоть он и старый и находится не в центре города, планировка очень классная, особенно кухня. Благодаря Island кухне мы начали готовить вместе чаще, снимать видео стало проще, поэтому мы уже не можем себе представить кухню с другой планировкой. Мы купили очень много пахнущих трав. И поскольку мы переехали в частный дом, у нас наконец-то есть сад. Вначале обустраивать наш новый сад было довольно весело, но прошлой осенью я еще не знала, что следить за садом в таком влажном климате – дело не из легких, но об этом позже. С переездом в Фукуоку природа стала значительно ближе, особенно мое любимое море. Каза цуёй не. Идем в парк пообедать. Идем в парк. Идем в парк. Вот такой вот парк. Он довольно больших размеров и прямо рядом с морем. Поэтому здесь приятный ветерочек, из-за которого меня, может быть, иногда не слышно. Быстрый обед. Булочка с рыбкой, булочка с сосиской. Салатик я приготовила с собой. Яблоко и чай. Мне писали в комментариях, что вы как пенсионеры живете, что у вас за будни. Не знаю, мне нравится это как-то идеально для меня. Главное, что поменялось с переездом в Фукуоку, это сколько мы начали проводить вместе качественного времени. Возможно, это не столько переезд в Фукуоку, сколько переезд в дом недалеко от парка повлиял, но мы стали меньше обедать, смотря ТВ, и больше устраивать пикники и просто гулять по парку, болтая в перерыве между работой. У нас уже середина сентября, даже конец сентября, и все еще цикады, как вы слышите, стрекочут. Потому что очень тепло. Даже сегодня, хоть и прекрасная погода, сегодня 23 днем, завтра снова обещают 28, поэтому цикады остаются с нами. Район, в который мы переехали, очень расслабленный, совершенно не такой, как мы раньше жили в Токио, поэтому неудивительно, что многие фукуоковцы здесь на чиле и очень приветливые. Люди рыбачат. Вдоль пляжа высажено много сосновых деревьев. Это делается для защиты жилых районов от сильного ветра с моря и высоких волн во время тайфуна. И хоть эти деревья посажены из практических целей, это делает город очень зеленым, словно живешь в лесу.
Жилые районы в Японии практически во всех городах выглядят одинаково, как мне кажется, разве что растения разные растут на юге и севере. На юге в садах вокруг домов больше пальм, разнообразных цветущих кустов и цитрусовых деревьев. И, конечно же, больше насекомых. В будние дни взрослые работают, а дети учатся, поэтому на улицах очень мало людей. Только бабули, идущие на рынок за морепродуктами, и почтальоны. По таким жилым районам не только атмосферно проехаться на велосипеде, но также иногда можно найти милые местные кафе или магазины. Я приехала вот в такую маленькую булочную, чтобы купить что-нибудь на завтрак и обед. Прямо напротив леса. Этой булочной заведует молодая семейная пара, поэтому выбор здесь небольшой, но все выглядит аппетитно и цена доступная. Одна булочка стоит меньше $1,5. Я купила 6 булочек на $7. Вот мы приехали в мое любимое место. Вот такие врата Тории здесь стоят священные, с пейзажем на море спокойное и небольшие острова вдали. Здесь очень красиво, а с двух сторон вот такой вот лес сосновый. Тут никогда нет людей, очень мало людей, только местные сюда приходят. Честно скажу, первое время мне было очень одиноко и грустно в Фукуоке, я рыдала каждую ночь. Мне было очень одиноко без моих друзей, кто остался в Токио и его округе жить, потому что большинство моих друзей, с кем я знакома 8 или даже 10 лет, они живут в центральной Японии. А здесь в Фукуоке у меня никого нет. Поэтому мне было очень одиноко. И что интересно, Изами совершенно не одиноко, как я поняла, ему не нужно общение с друзьями. Возможно, у многих парней такое, что им не нужно собираться с друзьями, с подружками на чашку кофе и разговаривать для снятия стресса. Но да, ему нормально, а мне первое время было очень грустно. И реально просто постоянно. Нет, зачем мы переехали? Давай вернемся в Токио. Сейчас я уже немного свыклась с мыслью, что мы теперь здесь живем, и это наш выбор, что мы сюда переехали, нас никто не заставлял, но не до конца. После того, как мы немного обжились, к нам в Фукуоку приехали мои родители. На неопределенное время, как и многие, кто был вынужден покинуть свой дом из-за войны. И раз они приехали в Японию, я, конечно же, хотела показать им японскую культуру, но что-то пошло не так. Это мы пришли на чайную церемонию от японской языковой школы, где можно пробовать чай матча. Она говорит, типа, вначале съешьте сладости, а у нас же сладости с чаем, да? А, ну да. Как? Прикольно? Мочи? Да, как мочи. Наруходо. Вы после того, как съели сладости, один глоток делаете чая, а потом 3,5 небольших глотка, и когда вы допили до конца, вы должны как вдохнуть, ну как аромат, знаешь, такой звук, как, типа, и это сигнал, что вы закончили пить чай. Вообще, когда выпьешь? Когда да. Сколько времени она это дается? Уже начинать.
Типа один пробный глоток распробовать вкус, а потом, как я так поняла, небольшие. Три с половиной. Папа, две руки. О, да. Ты же допил? В конце. Нет, еще никто не допил. Еще не доел даже сладости. Мы с Изами 8 лет вместе и 5 лет женаты, но только в этом году впервые смогли познакомить наших родителей вживую. Это был очень стрессовый процесс, потому что никто никого не понимает, никто не говорит на английском языке, мои родители не говорят на японском языке, поэтому мне нужно было постоянно все переводить, объяснять, и это был, наверное, стресс для меня больше всего, но я очень рада, что они наконец-то познакомились. Родители Изами живут в префектуре Кагосима, которая находится здесь же, где и Фукуока, на острове Кюсю, поэтому им к нам в гости ездить, и нам к ним ездить теперь проще. С самого начала наших отношений я знала, что Изами огромный кошатник, потому что он мне рассказывала, что он раньше жил с 10 кошками и мечтает снова котика завести. Поэтому переезд в Фукуоку, в новый дом, где можно держать животных, также стал для нас возможностью завести домашнего питомца. Я собачница, я обожаю собак, а Изами обожает кошек, поэтому мы долгое время не могли определиться, собака это будет или кошка. В итоге мы решили, что мы заведем и собаку, и кошку, чтобы все были довольны. Но начнем с одного питомца, чтобы постепенно привыкнуть, конечно же, к большой ответственности. Мы обошли много разных питомников, приютов. Я показывала вам, как выглядят японские приюты изнутри. У меня есть целое видео на эту тему. Также мы посетили несколько кошачьих кафе, где можно не только поиграть с кошками, но и взять кошку себе домой. Но что-то каждый раз нам мешало. То в приюте нам не дали кошку, почему-то по каким-то непонятным причинам нам отказали. В кошачьем кафе не было кошки, которая нам как-то показалось, что это наша кошка. И мы никак не могли найти своего домашнего питомца до недавнего момента. Меня познакомили с очень интересным англичанином, который живет здесь в Фукуока, и у него есть свой кошачий приют. Он привез нам домой 3 кошки в таких как переносных корзинках. Я успела снять только корзинки, потому что как только он открыл дверцы этих переносок, кошки разбежались по всем углам нашей комнаты, и мы не успели отреагировать даже. Среди этих 3 кошечек была вот такая вот одна очень домашняя кошечка, будто она не из приюта, а из магазина. Просто посмотрите на эту прелесть. Назвали ее Autumn, осень. Ее привезли в приют иностранцы, которые нашли ее в другом городе, недалеко от Фукуока, выброшенную на улицу. Хоть тут и стоят домашние животные бешеных денег, многие люди все равно выкидывают их, особенно если, допустим, кошка или собака расплодились, скажем так, не по желанию хозяина. Autumn всего лишь 4 месяца. Мы решили назвать ее Аки. Аки это на японском языке осень, потому что Autumn это немного как-то тяжело произнести на японском языке. Autumn. Аки-чан это девочка. И нам для начала ее дали на трайл, пробный период на 2 недели. Я не думаю, что мы ее вернем, потому что мы уже просто влюбились в нее по уши, я и Изами. Но все же очень приятно иметь такую возможность привыкнуть к домашнему животному и обдумать все варианты, обдумать свою ответственность перед тем, как реально брать себе животное домой. Первый день, как Аки приехала к нам в дом, она с самого начала была совершенно непугливая, залазит на руки, хотела спать с нами в кровати, постоянно мяукает, чтобы мы были вместе с ней. Пытаемся ее не баловать слишком сильно, потому что просто ее с рук согнать невозможно. Он мешает работать, Изами постоянно... Мне нужно идти работать, но я не могу двигаться.
понемногу Аки научилась прыгать с этого горшка на стол Изуми. О, Исуни джамп де китаю. Да, мы завели второго кота, как вы можете видеть. Теперь у нас 2 кота в семье. Иногда мы уезжаем куда-то на целый день гулять, или с одной ночевкой можем поехать в путешествие. И тогда по Аки видно, что ей одиноко без нас. Поэтому мы решили, что будет лучше, если у нее будет друг, который с ней вместе сможет проводить время, когда нас нет с ней играть. Поэтому мы взяли второго котенка из того же приюта на пробный период. Назвали его мы Хару, это переводится как «весна» с японского языка, потому что Аки — это осень на японском, и Хару — мальчик, на 2 месяца младше, чем Аки, ему было где-то месяца 4, когда мы его взяли. И в отличие от Аки, которую нашли выброшенную кем-то в канализацию, когда ей было несколько недель, и сразу подобрали в приют, Хару вырос на улице. До 4 месяцев он жил в центре города Фукуоки с своей мамой и сестрами-братьями, и потом их подобрал приют, и уже оттуда мы взяли его. Поэтому Хару довольно пугливый. До сих пор, когда я его пытаюсь трогать, он немного все еще видно, что боится людей. Меня спрашивали, это японский бобтейл порода, но нет, это обычная дворняжка. В Японии это довольно распространенная мутация, когда у кошек короткие хвосты. Дело в том, что раньше в Японии чаще держали в доме кошек с короткими хвостами. Это считалось к удаче, поэтому их чаще в доме держали, разводили, и в итоге в Японии сейчас довольно много короткохвостых котов, даже просто дворняжек, а не японских бобтейлов пород, хотя она тоже оттуда и появилась. Поэтому, да, это не порода, и нет, ему не отрезали хвост, это такая мутация. И в Японии это не редкость, чтобы у кошки был короткий хвост, как просто очень короткий, или вот у Хару он немного изогнутый, как крючком даже. Если честно, Аки настолько плохо восприняла нашу идею завести второго кота, что я вначале думала, это плохая идея. Первое время Хару был очень пугливый, прятался в нашем коврике от Йоги. И снова коврик для Йоги нам пригодился. Куайне, гоменне. Поэтому мы сделали ему отдельную комнату, где он мог привыкнуть к нашему дому, и он постоянно прятался в шкафу, и только через какое-то время начал постепенно из него вылазить. А потом даже сам спускаться к нам по лестнице на 1-й этаж. Через 2 недели Хару привык к нашему дому, подружился с Аки. Думаю, некоторые помнят, что изначально план был завести одного кота для Изуми и одну собаку для меня, потому что я люблю собак. Но постепенно Изуми превратил меня в кошатницу. Это заразно, убегайте, пока не поздно. С появлением котиков в нашей жизни наша рутина тоже поменялась. Изуми у нас главный по котам, уборка, походы к ветеринару на нем, а я их только кормлю и глажу. Ха-ха. Когда мы путешествуем, меня многие в комментариях спрашивают, где коты, куда вы дели котов. Когда мы едем куда-то на одну ночевку, то обычно они остаются дома одни, наедине с горой корма. Но если мы едем куда-то на дольше, то обычно у нас дома ночуют друзья, кто за ними смотрит. По-моему, коты особо не замечают, что двуногих подменили. Им главное, что кормят, окей. Зима в Фукуоке, как мы и ожидали, довольно теплая, но это не тропические острова, как Окинава, здесь даже снег иногда бывает. Обычно зимой где-то +5 днем, в самый пик холодов, и минуса здесь практически не бывает. Оказывается, Фукуока знаменита по всей Японии своей вкусной клубникой, и ее сезон начинается именно зимой. Клубнику обычно выращивают вот в таких теплицах. В этот день я с моей семьей приехали в такую теплицу, есть неограниченное количество клубники прямо с грядок в течение часа. Смели, реально. Дегустатор? Мите. Судокунай, коно сайзу. Она маленькая, такая сладкая. Маленькая слажа, да.
Вот эта маленькая клубничка самая вкусная. Хоть и кажется, что большая клубника должна быть вкуснее. Вот эта вот маленькая, прямо как земляника на вкус. Очень сладкая. Самая вкусная. Со, ичибан оиши. Стаканчики почти полные. Это потому, что я видео снимаю, мне надо кушать, а не... А вот, да, ножницы я тоже не использую, кстати. Нам можно без ножниц. Вы только в том ряду? Там только один вид, еще другие тоже есть. Попробовать можно. Я впервые в такой огромной теплице с клубникой в Японии. Очень много клубники. Час такого экспириенса ичигогари стоил нам 2900 йен. Это в районе $25. Были варианты и дешевле, где-то $20. Но эта теплица самая большая из того, что я видела здесь. Поэтому я решила в нее пойти. Надо пофоткаться. Где еще можно такие фотки сделать в клубнике? Как вам клубника? Как? Покажи свой стаканчик. Уже полный. А ты что не ешь? Я снимаю, но я сейчас буду есть. И у Сони почти полный, ничего себе. Я бы сочек домой купила. Вкусная, да? На Рождество мы отправились в Нагасаки. Этот город находится всего в 2 часах на поезде от Фукуоки. Многие могут знать Нагасаки как один из 2 японских городов, на которые в 1945 году сбросили ядерную бомбу. Но история Нагасаки намного глубже и интереснее. В период Эдо, когда страна была полностью изолирована, это был город с единственным международным торговым портом, который сотрудничал с Нидерландами и Китаем. По этой причине он известен как портовой город, полный экзотики, включая руины Дэджима, изолированная часть города, где жили иностранные торговцы, а также один из самых крупных в Японии Чайнатаун – китайских городов. Нидерланды настолько сильно повлияли на Нагасаки, что тут даже есть целый парк в европейском стиле. Эдакий местный Диснейленд, только аттракционов там мало, в основном красивые парки и рестораны. Представьте, что мы в Голландии. Да, почти в Голландии. Кто хотел Европу, вот вам Европа. Почти. Мы проезжали. Здесь не живут, тут рестораны разные. Это, наверное, отель. Отели, рестораны в этих зданиях. А мы проезжали небольшие частные домики, там в реальности живут люди. Ну, там, где вы с яхты стояли, да? И там в этих домиках реально живут люди, которые даже их купили, как это частная их собственность. Ну, видно, что жилые, там люди... Яхты, да. Прикинь, в таком месте жить. Это им каждый раз билет покупать, когда домой приезжают. Тех, кто бывал в Европе или даже там живет, конечно же, таким не удивить, но у японцев это излюбленное место для свиданий и поездок с семьей на праздники, как Рождество и Новый год. В каждый сезон здесь устраивают разные ивенты, на Рождество, например, вот так все красиво светится. За всю зиму у нас целых 3 раза шел снег. Даже полежал немного, а не сразу растаял, несмотря на плюсовую температуру, что удивительно. И мы переезжали на юг не потому, что мы хотели переехать в тепло, а потому что нам понравился город Фукуока, поэтому я очень рада, что здесь все-таки есть снег, я очень люблю снег, но было все же удивительно смотреть на пальмы в снегу. Зимой тут делать особо нечего, честно скажу. В +5 гулять особо не хочется, поэтому мы в основном всю зиму ходили в разные прикольные кафе, и в Фукуоке их очень много. Настолько много, что Фукуока считается одним из самых популярных городов среди гурманов-японцев и просто любителей поесть вкусно. И я лично тоже очень люблю вкусно поесть, но еще больше я люблю пойти в кафе, где есть какой-то интересный интерьер, или если сделали реновацию японского старого дома, и этого здесь тоже очень много. Я думаю, Фукуока заслуживает посещения даже только ради прикольных кафе. Также мы заметили, что здесь немного дешевле, чем в Токио выходит питаться в ресторанах. На двоих ланч стоит в районе 2-3 тысячи йен, ужин 5000 йен в среднем, но может быть еще дешевле, если именно дешевые рестораны выбирать.
У нас сегодня великолепная погода, плюс 5. С утра не тепло, не так тепло, как я думала будет на юге Японии, но очень свежий воздух, самое оно для прогулки. И я поняла, что я уже почти полгода как переехала в Фукуоку, но ни разу не показывала вам японскую природу. Хотя мы переехали сюда именно потому, что здесь очень природа близко. Поэтому буду исправляться. Сегодня хочу забраться в горы под названием Абураяма. Это ближайшие горы к нашему городу Фукуока. И возьму вас с собой. Конничева. Страшно? Страшно? Конничева. Конничева. Тогу. Ой! Напугали тебя? В Японии очень много вот так вот бабушек, дедушек любят забираться в горы. Спортивные, да? Да, причем с полным арсеналом. Да, у них лучший арсенал, чем у нас. Мы тут с рюкзачком только. Я даже не в кроссовках сегодня пришла. Они прямо молодцы. Все эти деревья, где нет листьев сейчас, это сакура. Представьте себе, можно вот так вот кататься на качельке с видом на сакуру. И здесь сакура, и внизу тоже сакура. Уже буквально через месяц, в конце марта, начале апреля начинает цвести. Почки на деревьях, уже весна в воздухе. И это все внизу, это деревья сливы. Она уже начинает цвести в феврале тоже. Уже опала. В Японии вообще в любой сезон что-то цветет. В Японии аллергикам всегда сложно. Да. На сакуру, кстати, я думаю, мало аллергии у кого есть. Но есть, конечно, невезучие. Но чаще на кедр, на сосны аллергия, да. Это, конечно, реально жалко японцев, у кого аллергия на это. Тут везде кедры. По температуре зима в Фукуоке оказалась такая же, как и в Токио, иногда даже холоднее за счет того, что мы рядом с морем живем, но по моим ощущениям зима была короче. Ждет. Что ты ждешь? Что ты ждешь? Уже к концу февраля в воздухе чувствовалась весна, а в конце марта снова все было зеленое, цвели поля с рапсом, которые японцы, кстати, даже едят.
Весенний сезон в Японии, безусловно, прекрасен. Сакурой можно любоваться как днем, так и ночью. Например, вот эта подсветка сакуры вокруг руин замка Фукуоки. Было невероятно красиво. Мне очень нравится баланс размеров мероприятий в Фукуоке и количество людей, кто приходит на эти мероприятия. Люди есть, толпы есть, но ровно столько, сколько не выбешивает, а чувствуется праздник и движуха. Красота, дети гуляют с родителями, студенты выпивают в будний день, правильно. Очень красиво. Видите, сакура такая белая. Часто на картинках ее рисуют как розовую, но много есть вид сакуры, и белая, и розовая. Но вот такая вот белая, она самая, пожалуй, в Японии распространенная. Поэтому вот так вот она смотрится. Уже опадает. В этом парке, кроме скамеек, также есть вот такие большие скамейки, на которых можно устроить пикник прямо под сакурами. Очень удобно, что такая вот большая скамейка, которая и как стол может быть, на ней можно разложить еду, напитки и сидеть на ней тоже. Кроме сакуры, также в апреле сезон зеленого чая. Оказывается, в префектуре Фукуока есть город Яме, где изготавливают один из самых качественных чаев в Японии. Весной и в начале лета здесь можно погулять по чайным плантациям и попробовать местные виды чая. Поездка в город Яме, пожалуй, одна из моих самых любимых поездок по Фукуоке за этот год. Только посмотрите на эти пейзажи. В Японии наступила настоящая весна или даже лето, можно сказать. У нас в Фукуоке сейчас плюс 25 градусов с утра. Очень приятная погода, но немного все-таки жарковато, поэтому я в майке вот так вот. И из-за этого у нас расцвел наш сад. Посмотрите, какая красота. Лимонные деревья, которые мы привезли с собой сюда, цветут по полной. Видно, ему очень нравится фукуоковский климат, потому что они очень хорошо расцвели, очень много цветов. Надеюсь, что будет много лимонов. У нас 2 лимонных дерева. Пахнет просто невероятно. Очень жалко, что через YouTube нельзя передать запахи еще. Надеюсь, что можно будет в будущем. Очень классно пахнет. Вначале мне показалось, что цены тут особо не отличаются, но спустя год могу точно сказать, продукты Фукуоки дешевле, чем в Токио. Не все дешевле, но местные овощи и выловленная тут рыба точно. Отдел с рыбой тоже просто огромный, много вот так вот уже порезанной, готовой к готовке рыбы. Насколько свежая в Японии рыба в магазинах. Смотрите, эти креветки еще двигаются, прямо в упаковке. Вот это часть тунца возле жабр, а вот это почищенная рыба фугу. Вот что я сегодня купила. Хару все пытается съесть рыбу. Так близко, но так далеко. Да, Хару? Нельзя. Так, иди отсюда. Нельзя. Из необычного я купила рыбу фугу.
Вот такая вот, да, не страшно ее есть, потому что ее специально так разделывают, чтобы яд не попал на мясо. Также я знаю, что в Японии уже даже выращивают рыбу фугу, которая не ядовитая, поэтому не страшно вот так вот покупать и есть ее. Ее приготовим сегодня на ужин. Также я купила вот такую рыбу, называется савара на японском, не знаю как на русском. Вот такая. Это жареная курочка якитори. Изуми на обед попросил. Так, тихо. Вот это мизуна. Это японская такая трава, можно использовать ее для мисо-супа, но также в салат тоже очень вкусно. Чем-то похоже на японскую рукколу. Ростки чеснока, очень вкусная вещь, как раз весной они растут. Их можно использовать для разных тоже блюд, тушить их с овощами, с мясом, с рыбой. Вот это ростки бобов. Они очень вкусные, не знаю, как описать их вкус, похоже чем-то на зеленый горошек, только зелень. И удобно, что, видите, он такой с бобами. То есть это не просто ростки, но и бобы там тоже есть внизу. И их можно срезать и еще раз выращивать. И, кстати, вот это с прошлого раза. Эти бобы, мы как раз их выращиваем вот так по второму кругу, что очень удобно, и получается, что можно их несколько раз использовать. Так, Хару, нельзя! Нельзя! Также из необычного еще вот такая картошка сацимаймо, батат сладкая, очень вкусно. Ну, а все остальное это довольно привычные овощи. Молодой лук, картошка, паприка в Японии дорого очень стоит, одна штучка $2. Чеснок, брокколи, разные салаты. И все это стоило 5658 йен, примерно $50. Фрукты тут тоже значительно дешевле. В Фукуоке выращивают местную клубнику, мандарины, инжир, киви, хурму, японскую грушу. Вот только яблоки привозят из более северных префектур. За год жизни в Фукуоке я реально прочувствовала, насколько климат здесь отличается от климата в Токио. Температура здесь всего на несколько градусов выше, но влажность тропическая. За счет жары и влажности было очень много комаров и других насекомых, из-за которых в итоге я сад запустила. В Японии начался сезон дождей, который длится с июня до июля, иногда даже с середины июля, и на японском языке называется цую или баю, и записывается иероглифами слива и дождь, потому что в этот сезон зреют плоды сливы и много дождя. Сегодня я покажу вам, что из себя представляет сезон дождя в Японии. И как вы видите, это не так, что всегда дождь, а скорее как ты никогда не знаешь, когда дождь пойдет, поэтому нужно с собой всегда носить зонтик. И наш прогноз погоды на ближайшие несколько недель – это сплошной дождь и облачно. При этом никогда не показывает на 100% правильно прогноз погоды в этот сезон. Просто показывает, что готовьтесь, что будет дождь. Может не быть дождя, тогда это хорошо, но скорее всего будет дождь. Сезон дождей есть по всей Японии, кроме Хоккайдо, но в Фукуоке, по моему ощущению, дождь был очень тропический, как из ведра могло внезапно лить, в то время как в Токио, мне кажется, больше облачно, чем дождей. Вот кому нравится дождь. Наверное. Так у нас в парке цапли. Ой, извини, напугала. Ну, еще одна, вторая, другой вид. Чтобы хоть как-то бороться с влажностью, мы купили вот такой вот очиститель воздуха от Sharp. Это очиститель воздуха, который очень помогает от пыльцы и пыли весной. Это увлажнитель воздуха, который помогает зимой, когда в Японии очень сухой воздух. И это же осушитель воздуха, что очень необходимо в Японии летом. И это не реклама, но это must-have для жизни в Японии, потому что реально невозможно дышать, особенно летом из-за влажности. И вот здесь показывается, сколько процентов сейчас влажность воздуха
в помещении, и утром было почти 70%. И это вот постепенно он высосал воду из воздуха и стало 52%. И вот вся вода здесь скапливается. Я получила японское гражданство. И я сделаю отдельное видео о том, почему я решила получить японское гражданство, процесс, как я его получала. Но сегодня у нас будет видео, как я иду, наконец-то, на вручение этого японского гражданства, которое я ждала 2 года. Поэтому идемте со мной. В этом году я также наконец-то получила японское гражданство. А вот она, та самая многострадальная справка, подтверждающая, что я теперь японка. И да, я тоже, когда ее увидела, подумала, что неужели она даже не заламинированная какая-то красивая, как диплом, это обычная бумажка. Да, здесь стоит печать, но это обычная бумажка А4 формата, причем даже не хорошего качества. Но мне ее очень торжественно вручили. Обычно процесс похода в иммиграционный центр в Токио был для меня огромным стрессом, потому что в токийском центре всегда огромные очереди, расположение центра не очень удобное, поэтому в итоге нужно выделять целый день на бюрократию. В Фукуоке намного меньше иностранцев, поэтому ждать не так долго, да и иммиграционка находится в самом центре города, у парка. Иногда мне пишут: ну и в деревню ты переехала. Конечно, Фукуоку и Токио сравнивать довольно трудно, потому что Токио это столица, и там живет в районе 14 миллионов человек, а в Фукуоке всего лишь 1,5 миллиона примерно. Но при этом Фукуока это 5-й по размеру город в Японии, довольно развитый и современный. Это я просто предпочитаю снимать видео в горах и у моря, а центр Фукуоки выглядит вот так. Сейчас мы пришли в самый центр города Фукуоки, на Накасу Кавабата. Здесь вот такая река. Такие палатки с уличной едой называют ятай, и раньше они были по всей Японии. Но после окончания Второй мировой войны они постепенно начали проигрывать обычным ресторанам и исчезли. Фукуока – один из редких городов, где ятай до сих пор сохранились. Здесь можно не только поесть рамен, якитори или другую японскую еду, но и пообщаться с местными и прочувствовать фукуоковский колорит. В Японии закончился сезон дождей и началось настоящее лето. А какое лето без поездки на море? Сейчас мы едем на полуостров Итошима, где есть много красивых пляжей, всего в 40 минутах на машине от города Фукуока. На полуострове Итошима есть много красивых пляжей. Пляж Кея выглядит как маленькая лагуна с невероятным видом на горы и чистейшей водой. Котоши хацу? Да, ваташи мо котоши хацу да. Не, мечча кирей. Это было наше первое полноценное лето в Фукуоке, и как мы и ожидали, пляжи здесь шикарные, с пляжами недалеко от Токио не сравнить, но что мы не ожидали, это как быстро они нам надоели. В итоге на море мы были всего лишь 4 раза за лето, а когда мы жили в Токио, мы ездили на море 2-3 раза в год. Поэтому это заставило нас задуматься, а есть ли смысл жить у моря тогда? Сейчас у нас уже 6 вечера, но все еще очень светло и приятно. Лето все еще чувствуется на улице. Немного жарковато. Сейчас где-то плюс 29 градусов. И я иду через парк Охори. Вот такой вот очень красивый большой парк с большим озером к храму. Сегодня вроде как будет какой-то фестиваль летний. В конце августа был самый пик жары, но это не мешало проведению летних фестивалей в храмах.
Но большинство крупных фестивалей и фейерверков в Фукуоке, видимо, проводятся не в августе, как в Токио, а в сентябре, когда жара немного спадает. Точнее, по идее, жара должна немного спасть в сентябре, но в этом году, возможно, из-за влияния явления Эль-Ниньо, жара длилась до середины ноября. Помните, в начале этого видео, в сентябре, я говорю, что сегодня у нас плюс 23 днем. Так вот, в этом году у нас до начала ноября было днем плюс 28, плюс 29, а летом у нас было плюс 38 днем, а ночью плюс 28. При этом влажность настолько высокая, что даже ночью открыть окно было невозможно. Ты как будто в сауну окно открываешь. Я спросила нескольких местных, и они говорят, они тоже в шоке, обычно не так жарко, поэтому я надеюсь, что это только в этом году так получилось. Как итог этого года могу сказать, что у меня двоякие впечатления. Если оценить Фукуоку, сравнивая с Токио, то я бы дала Фукуоке 5 звезд за удобство жизни. В Фукуоке живет достаточно много японцев и приезжает достаточно много туристов, но не настолько много, чтобы это начинало как-то напрягать, как в Токио, например. И в Японии очень сильный контраст перенаселенного, перегруженного Токио и полувымерших деревенек и маленьких городов, где только бабушки по улицам ходят. Поэтому Фукуока, где очень много молодого населения и семейных пар, мне очень нравится. При этом Фукуока очень хорошо спроектированный город, он очень компактный, до аэропорта у нас всего лишь 8 минут из центра города на поезде, здесь очень много разных парков, есть городские пляжи, и в принципе здесь много всего вокруг, как Нагасаки, Кумамото, Беппу горячие источники и так далее. Также я бы дала Фукуоке 5 звезд за стоимость жизни. Здесь не намного дешевле Токио, не так, что в 2 или 3 раза, но, например, питаться в ресторанах в Фукуоке намного дешевле получается, и при этом здесь очень вкусно готовят. Местные овощи и местная рыба здесь невероятно вкусные. Также, допустим, покупать еду и продукты у фермеров здесь тоже стоит довольно дешево, поэтому если мы готовим дома, я вижу, что мы тратим меньше денег на те же овощи, фрукты, мясо, яйца, чем, допустим, в Токио, когда мы покупали в магазинах обычных продукты. И, конечно же, аренда здесь тоже, наверное, процентов на 15-20 дешевле, чем в Токио. И за счет того, что Фукуока компактная, можно жить довольно близко к центру, но очень дешево. 2 звезды за климат. Конечно, есть люди, кому нравится жаркий климат, но я к таким людям не отношусь. В Фукуоке для меня слишком жарко. Здесь не намного выше температура, чем в Токио, но влажность очень высокая, за счет чего реально нет отдыха от жары даже ночью. В Токио и Сайтама тоже летом днем жарко, но хотя бы ночью, я помню, мы могли открыть окно, чтобы было хоть немного свежего воздуха. Также в Фукуоке очень сильное солнце. Я не знаю почему, возможно, потому что мы ниже находимся сейчас, чем Токио, ближе к экватору, но здесь солнце как будто вот здесь находится над головой, поэтому без какой-то шляпы даже осенью ходить очень трудно, и уровень ультрафиолета здесь тоже очень высокий. Также я уже не раз говорила, что качество воздуха в Фукуоке тоже хуже, чем в Токио, потому что мы ближе к Китаю, и часто на нас идут пыльные бури со стороны Китая. И кроме этого, население Фукуоки использует довольно много машин, поэтому здесь, к сожалению, воздух иногда бывает хуже, чем в Токио. За развлечения Фукуока получает 3 звезды. Количество музеев, выставок, зоопарков, конечно же, с Токио не сравнить. Все самое интересное, самое новое, самое модное происходит в Токио. Все самые большие выставки в Токио происходят. Поэтому Фукуока хоть и старается, здесь тоже много есть разных интересных выставок, музеек. Каждые выходные разные ивенты устраивают и мероприятия, но все же они меньше размерами, чем в Токио. Но, с другой стороны, здесь и людей меньше, нет толкучки, как в Токио, не нужно заранее билеты покупать, иначе все распродадут, поэтому у меня такое двоякое еще отношение к Фукуоке. Что-то нравится, а что-то не очень. Поэтому мы еще не решили, мы здесь навсегда останемся или куда-то еще переедем. Но я буду держать вас в курсе, так что подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки, комментарии пишите, я их все читаю. Надеюсь, что вам было интересно это видео, это был наш год в Фукуоке. Всем спасибо за просмотр, всем пока!